В октябре 2022 года перед нашей поездкой на Маврикий у нас было еще пару свободных дней, и мы решили отправиться в столицу Венгрии, Будапешт. Город, который однозначно стоит посетить. У нас он выбился в топ европейских столиц, и сюда мы однозначно вернемся и, надеюсь, не один раз. Добраться на поезде из Кракова в Будапешт не так уж и сложно. Дорога займет около 9 часов. Билеты можно купить на сайте Intercity.pl. Наш отель располагался в пешей доступности от центра, и мы отлично провели время, отдыхая после прогулок. Бронировали жилье на Booking. В Будапеште у нас был только один полноценный день, поэтому мы решили не терять времени и отправились на экскурсию. Это был первый и удачный опыт бронирования на Tripster.ru, портал, где можно найти русскоговорящего гида и выбрать экскурсию. Наталья, наш гид, сделала этот день незабываемым. Интересные истории, исторические факты и каждая улица города становились немного понятнее и роднее. Городские власти, что нужно ящики эти с улицы брать, заменить их на какие-то там пластиковые или еще какие-то. Люди начали замечать, что вот эти ящики попадают в улицы. Тогда чуть ли не на протест вышли местные жители, потому что, ну как так, это же символ нашего города, это вообще не промышленные выставки даже возили вот эти вот. Она также оставила нам ссылки на интересные материалы, например, статью о парадах Будапешта, потрясающей архитектуре, которая обязательно стоит вашего внимания. Ссылку на ее блог я оставлю в описании. Во время прогулки мы узнали про мини-скульптуры Михаила Колодка, разбросанные по городу. Например, одна из них – это шапка-ушанка, которую установил художник, и вскоре ее уничтожили. Но скульптор ответил новой фигуркой – топориком. И каждая такая мини-скульптура поднимает разные важные социально-политические вопросы. Также Наталья познакомилась с местным ликером. Если в Чехии это бехеревка, то тут уникум. Этот ликер был создан в 1790 году для австрийского императора Иосифа II. И его рецепт, состоящий из более чем 40 трав, хранится семьей Цвак с тех пор в строжайшей тайне. Этот горький ликер стал символом Венгрии и одной из самых узнаваемых алкогольных традиций страны. Итак, что вы можете посмотреть за один день? Первое – это колесо обозрения. Оно было привезено из Парижа, и одной из его особенностей – оно достаточно быстрое. Далее это одна из старейших станций метро в Европе, желтая линия М1. Ее открытие было в 1896 году, и она до сих пор выглядит достаточно интересно. Памятник жертвам оккупации, один из самых обсуждаемых в Будапеште. Рядом с ним находится импровизированный мемориал, который рассказывает правдивую историю. Рыбацкий бастион и церковь Матиаша. Венгерский парламент – одно из самых красивых зданий. Кота-кафе. Если вы устали, то вы можете заглянуть в приятное место в центре, где можно отдохнуть и поразвлекать котиков. Ну и неотъемлемой частью Венгрии, и особенно Будапешта, является руин-бары. Мы посетили один из самых известных – Симпла. Открыт был паб в 2002 году, и он стал родоначальником подобных заведений. Все началось с покупки старого здания в еврейском квартале, пары молодых и креативных ребят, которые изначально просто разливали пиво на фестивалях. Чтобы сюда попасть, вам надо запастись терпением. Огромная очередь, и в первый вечер лично у нас не хватило моральной проходимости отстоять там. Во второй вечер мы все же постояли минут 20 и попали внутрь. Ничего особенного там нету, но для любителей баров и такой атмосферы, конечно же, обязательно к посещению.